Представители знака зодиака Скорпион. Скорпионы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз «Личная жизнь» до конца 2024 года. И это у нас год дракона. И очень он благоприятен, мои дорогие, для построения искренних, теплых отношений. Для того, чтобы быть счастливым, мои дорогие скорпионы. Ведь дракон ценит не просто какие-то эмоции, а он еще ценит дружбу. И все то, что надежно, все, что от сердца, от души идет. И дракон как раз не терпит фальши, какого-то обмана, что очень где-то импонирует вам. И все мы, наверное, будем большими реалистами в 2024 году, чтобы определить, где что есть, где надежно, ну а где так себе. Вот давайте узнаем, как проявит себя ваш партнер, будет ли новое знакомство, как изменится ваша жизнь, мои дорогие скорпионы, и вообще какие возможны перемены в вашей жизни. И первая позиция, она будет про вас. Ваше настроение, общий фон. Как вы готовы к новым, например, знакомствам, или как вы планируете, чего вы хотите достичь. Именно по части личных отношений. К чему вы больше склоняетесь. Мы достанем 3 карты. Итак, первая позиция для скорпионов на 2024 год. Что вам будет помогать? Ваши сильные стороны. Третья позиция. Как проявит себя человек по отношению к вам? Каков он будет в ваших отношениях? И будет ли новое знакомство? Будут ли новые отношения? Тоже 3 карты. Что вам может помешать? Перспективы или новые возможности ваши и какое-то продолжение, может быть, на 2025 год. Сюрпризы, подарки судьбы. Что тут у вас будет? И карта совет. Итак, мои дорогие скорпионы, давайте узнаем. Ох. Ну все, вообще можно заканчивать. Ваша карта выпала, правда, мои дорогие. Карта мага. Вот как захочу, так и поверну. Вот захочу построить отношения – построю. Захочу продолжение какой-то истории, как будто тоже проманипулирую, смогу. Может быть, куда-то придется отправиться. Для кого-то из вас вы будете отдавать предпочтение, вот действительно, как по дракону. Тому, что надежно, то, что искренне, то, что, знаете, проверено, может быть, временем. Или вот эта карта марафонского забега, это, ну, где-то лет на 20, как по Плутону. Это то, что при внимании к мелочам я точно не просчитаюсь, как будто вот такой момент. И еще, слушая интуицию, кто-то из вас по карте Луна может столкнуться или начинается, может быть, как раз у нас отправная точка, где-то как по Хирону с 19 февраля. Хирон – символ израненного целителя, и он у нас в знаке Овен 19 февраля выравнивается с северным лунным узлом. И вот какая-то священная рана или какое-то наше разочарование. Вот мы его как будто должны проводить, проработать, определиться в нашей собственной душе, что же это было, и чтобы оно нас больше не мучило и не ранило. Что-то оставить позади или, может быть, сделать какой-то выбор, вывод важный. И, может быть, обстановка вот такая еще пока непонятная, как по аркану Луна. Но выбор как будто делать придется. По аркану Луна слушать свою интуицию, но опять же у вас большие возможности. Может быть, это ваше, кстати, с учетом Луны, недоверие после пережитых каких-то ситуаций, обстоятельств, когда я не могу сказать, мои дорогие, вот в целом мы ведь смотрим ваш фон, и про любовь. Ну, тут не про любовь. Тут, скорее всего, про то, что я хочу себе не навредить. Или я хочу сделать где-то так, как мне удобно. И вообще командовать парада буду я. Ну, вы, мои дорогие скорпионы. Но это командованием под руководством мага. Это тогда, когда
другой человек убежден, что какое-то решение он принял сам. А по сути дела, это он не сам, это его к этому подвели. Ну вот такая какая-то у вас стратегия, причем однозначно об этом говорят карты. С учетом, тем более, старшего аркана Луна. Но, знаете, с чем-то не просчитаться, быть внимательным, правда. Ну, ко всем мелочам. У вас как будто из мелочей будет строиться что-то большое и важное. И поэтому подмечать придется. Может быть, просчитывать какие-то свои действия сообразно тому, что происходит вокруг вас или какой-то обстановке. Для кого-то из вас какую-то историю как будто нужно, может быть, либо прояснить, либо закрыть, либо вы на момент 19 февраля находитесь в той ситуации, когда, ну, есть у вас какая-то либо тревога, либо дело, которое вот не завершено. И как мне быть? Вы можете себе задавать такой вопрос и на какой-то этап не видеть, как правильно поступить. Может быть и так. Может быть, это опыт прежний, сын ошибок трудных, не дает вам вот расправить плечи и быстро действовать. Может быть так. Осторожность какая-то, она присутствует. И, безусловно, интуиция, чтобы не ошибиться. Давайте мы узнаем ваши сильные стороны. Но то, что в любой момент повернулся Скорпион и пошел. По восьмерке кубков вообще мы решаем какую-то задачу, вопрос, или вы ищем выход из создавшегося положения, и мы находим. Вот ваша сильная сторона, это правда. Пока в любую, наверное, сложную ситуацию жизненную, когда разные люди попадают, то вот пока кто-то мечется, кричит, да, или по-разному со сложностями люди, когда сталкиваются, реагируют, а Скорпион действует. Причем тихо, спокойно, надеясь на себя. Вы сильные люди. И тут правда, нет ничего невозможного. Вы найдете из любой ситуации сложившейся какой-то выход, или, может быть, это будет как Гордиев узел, который нужно разрубить, или это важное Соломоново решение, когда наоборот, сбалансировать, как бы объединить то, что необъединимое может быть, но вам, возможно, у вас все. И рядом карта императрицы. Это новый статус, мои дорогие, сильные возможности. Это карта власти, но власти добрые. Какой добрый? Транслируем доброту. У кого-то из вас это вопросы, но, может быть, уже меня же смотрят люди разные. Это вы в семье своей абсолютный авторитет, мои дорогие. И тогда будет так, как вы захотите. Но тут в любом случае будет так, как вы захотите. Для кого-то из вас это нам говорят о ваших возможностях. И даже если вы один или одна, значит, и мы на личную жизнь смотрим, изменится ваш статус. Не быть одному или одной. Разобраться, может быть, с какой-то прежней историей, если она имела место быть, и все равно быть счастливому. Давайте третью карту. И любимому, мои дорогие, любовь, искренняя любовь, когда люди понимают без слов, интуитивно. Просто это то, о чем мы мечтаем все. Здесь нам не про страсть, а про доверительные вот как раз отношения и про надежные отношения. Да с карты императрицы, мои дорогие скорпионы, вы просто должны быть счастливыми, понимаете? И несмотря в каком вы сейчас статусе или вообще без всякого статуса, у вас как удачный период дела, работа, бизнес, все-таки императрица это карта, ну, нашего самосознания, нового я, если хотите. Ну и понятно, карта власти. Так вот, ваши сильные стороны вам все по плечу. И я так могу предположить, что в вашем союзе ваш партнер будет отдавать вам тоже приоритет. Но помним, что императрица, она все-таки мягко воздействует. Она скорее, ну, склонна договариваться, быть дипломатом, нежели как император проявлять вот эту самую власть или жесткость. И тогда и вам как будто откликаются сразу же, понимаете? Тогда, ну, наверное, более мягкие энергии вам дают возможность быть и понятым, и счастливым. И неважно, кто меня смотрит, мужчины или девочки, девушки, женщины, не имеет значения. Энергетика этих карт превосходная. Хорошо, как будет проявляться к вам партнер? Он вас будет поддерживать.
Тут люди надежные по королю Пентакли. Это те, которые сами стоят прочно на земле. Может быть, кстати, и партнер, который тоже не лыком шит, где-то самодостаточен или занимает какой-то пост, должность, или строит эту карьеру, или, может быть, бизнес свой имеет. Это вообще на этих людей можно положиться. И это по жизни вообще самые надежные люди, и если мы смотрим на личную жизнь, это, знаете, когда, ну, где-то жить с таким одно удовольствие, потому что нет каких-то сюрпризов, а если они приходят извне, то всегда находится выход. Нет патовых ситуаций, партнер не мечется. По королю Пентаклей где-то человек, который хочет с вами серьезных отношений и желает вам счастья, но не того счастья где-то, как, знаете, эфемерное что-то в эмоциях, а конкретное материальное счастье. Вот точно, еще и туз Пентаклей, мои дорогие. Ну, тут карта надежности. Вот, видимо, даже в союзе, мои дорогие скорпионы, если были какие-то, ну, непонятки, не сумели прежде договориться, все же не случайно это Луна. Для кого-то из вас есть возможность все же как будто, ну, если есть еще что сохранять, то тогда, проговорив важные темы, кто знает, вы можете прийти к согласию. А для кого-то из вас это просто будет означать вот эта карта 13-го старшего аркана. Ну, это где-то, что у вашего партнера за спиной какая-то история, которую он оставил безвозвратно. И у него тоже, может быть, там есть какие-то вопросы или были, но этот будет тот человек, который знает, почем фунт лиха. Он не просто, ну, где-то смотрит через розовые очки на наш мир, а это действительно достойный партнер или партнерша, неважно, что у нас выпадает карта именно короля. Мы к полу карты, ну, никак не привязываемся, а это просто человек, который с большим пониманием, потому что пережито много, который тоже, может быть, сжег какие-то мосты. Но ваш адрес это за спиной. Ваш адрес как раз, ну, транслируемое благополучие и желание быть вместе с вами. Строить вместе что-то надежное на долгий период времени. Новые знакомства, да. По семерке кубков много. 7, может быть, мои дорогие скорпионы. Все зависит от ваших поставленных задач или каких-то желаемых намерений. Хотите 7 до 7 партнеров, может быть. Я, конечно, отчасти шучу, но это карта легкости. Это карта, знаете, таких воздушных замков или иллюзорного успеха, или фантазии, назовите как угодно, но мы смотрим на возможность новых знакомств. Да, такое может быть. Вы знаете, десятка пентаклей. Вот у вас отчасти может быть такая история. Для кого-то у вас финансовая, нам уже об этом сказали, стабильный период. И где-то в 2024 году деньги вас порадуют, это точно. И где-то, может быть, через деньги вы можете замечтаться. И захочется праздника, веселья. Будьте аккуратны. Потому что если мы говорим про знакомство, и вам действительно при всей вашей успешности в деньгах, в делах, в бизнесе, вам хочется найти партнера, да, настоящего, искреннего. Но это тогда не совсем про деньги, потому что искренность – это не заинтересованность. Заинтересованность сегодня есть, завтра интерес пропал, и человек уходит там, где больше есть заинтересованности. То есть не транслируйте свою состоятельность, я бы сказала так. Но для кого-то из вас, мои дорогие, это может быть просто... Вот посмотрите, у нас карта семьи выпадает. Праздник после победы. Это может быть и тот партнер, если мы говорим один, может быть. Может быть, и у вас будет выбор. 7 людей. Я шучу, безусловно. Но вы делаете, если один какой-то выбор, пожалуйста, и дом полная чаша, и финансовое благополучие, и в целом благополучие, новое качество жизни и праздник после победы и карта якоря. Кто-то вот из 7 один, видимо, которого вы выберете, он будет тем самым надежным человеком, который за вас и в огонь, и в воду. Вот, по крайней мере, посмотрите, какие у вас шикарные карты, мои дорогие скорпионы. Что может помешать?
Это ваша карта король кубков. И не важно, что меня девочки смотрят. Прагматизм где-то может быть. Мы вот уже об этом сказали, да? Но как будто ценить именно должны люди за то, какая или какой вы есть, но не да за ваши заслуги или умение зарабатывать деньги. Иначе это уже не про искренность, это уже как покупка получается. Я думаю, вы со мной согласитесь. Так вот эта материализация, она, с одной стороны, она безусловно помогает. Король кубков, ну так, по картам, по энергетике, он умеет правильно переключаться между эмоциями и материальными вопросами. И вот где-то карта нам советует, чтобы себе не помешать, не смешивать в одну кучу там, где искренние отношения, а где вопросы денег или финансов. И тогда не будет какого-то дисбаланса. Но если мы где-то ослабим хватку, вы, мои дорогие скорпионы, и начнете все так вот перемежаться, когда оно будет. Вроде бы чувство, а вроде бы может быть какая-то материальная заинтересованность. Но вот тут, значит, как-то это может помешать. Хорошо, давайте карту прогресса или ваши возможности. Вы знаете, вот этот год вам принесет много приятных минут. Причем и в личной жизни нам об этом сказали. И по делам, и по заработку. Вы что-то можете сделать. Нам не говорят, что это будет само. Или как манна с неба. Нет, карта мага. Это придется чем-то заниматься, уделять внимание. Маг, он не бездействует вообще никогда. Понимаете? Он, если реально что-то не делает, то он сидит, просчитывает. А он всегда думает, кстати. Так вот, вам придется это все удерживать. Вам какую-то оборонительную, словно, позицию, когда вы не должны с чем-то просчитаться. Это будет важно на 25-й год. И карта нам говорит, тебе придется как и сохранять, может быть, где-то отношения, ну, быть таким очень прозорливо, внимательным, правильно оценивать обстановку, не включиться в какой-то вопрос, может быть, будут пытаться втянуть, в котором вам не надо участвовать, правда, где-то себя сберегать, но и не упустить тех возможностей, которые могут открыться уже на последующий 25-й год тоже. Вот будьте таким воином в душе, чтобы вас ничто действительно не застало врасплох. И карта совет. И, может быть, вам очень захочется сказать то, что вы думаете, конкретному персонажу. Может быть, он даже этого заслуживает. Карта первой победы говорит нет. Ну, или посчитай до 10, или просто оставьте себе как бы маневр или место для маневра. Мы как будто всегда должны иметь про запас возможность отступить полшага назад. Если какая-то ситуация выходит из-под вашего контроля, мои дорогие скорпионы, с кем-то не переругаться, не нажить себе врагов. Или не осложнить с тем отношения, с кем придется еще встречаться, сталкиваться. Жизнь наша, она такая, знаете, как рулетка своего рода. Только ты с кем-то так, ну, не в самых приятных отношениях был, и тебя как нарочно жизнь сталкивает конкретным человеком, и тебе приходится с ним искать, ну, общие точки взаимодействия. Вот чтобы не было это делать сложно, поэтому нам где-то говорят, держи нейтралитет. Или вовремя отступи полшага назад. Может быть, в каком-то деле вы не сочтете нужным участвовать, какую-то историю продолжать. И просто даже для собственного благополучия и спокойствия, когда меньше людей настроены как бы в контрах, да, против нас, это всегда залог нашей сильной, вашей сильной позиции. Перекладывайте на себя, мои дорогие скорпионы, великолепный расклад. Но все зависит от мага и волшебника, от вас самих. И будьте счастливы и любимы всегда.